Друзья, скажите, пожалуйста, что для вас является самой большой ценностью на Земле? Я, конечно, не беру во внимание саму жизнь, потому что ценнее жизни для человека ничего быть не может. А что же, скажем, после жизни на Земле может быть ценным для каждого из нас? И я размышлял на эту тему, читая Писание и думая, что же для меня является ценностью. И я пришел к выводу, что это взаимоотношения. Это отношения с людьми. Возможность находиться с кем-то рядом. Потому что одиночество уже есть наказание. Потому что просто сделать человека абсолютно одиноким, это и есть уже, скажем, смертный приговор для человека. Скажем, позвольте человеку иметь все, обладать всем миром, но при этом он будет полностью изолирован от общества и будет всегда один. Какой прок от тех материальных благ, которыми будет он обладать? Будет у него их много, этих благ, или мало? Если он один, какой смысл жизни? И сегодня я хочу говорить об отношениях, о том, как важны отношения в нашей жизни. И я хочу вместе с вами вначале открыть притчи Соломона, 17 глава, 1 стих. Давайте прочитаем вместе. «Лучше кусок сухого хлеба и с ним мир, нежели дом, полный заколотого скота с раздором». Иными словами, лучше иметь в доме просто сухарь, но при этом мир. Что такое мир? Это отношения. Когда ты живешь в мире с людьми, это и есть благословение. Лучше иметь сухарь и с ним мир, нежели дом полон рогатого скота. То есть понятно, что это сравнивается, что изобилие. То есть ты можешь иметь изобилие в своем доме, но при этом раздор, не иметь правильных отношений, то такая жизнь не будет тебя радовать и не сделает тебя счастливым. Итак, отношения очень важны для нас. Они являются большой ценностью для каждого из нас. И каждый человек рано или поздно приходит к такой боязни остаться одиноким, остаться непонятым, непринятым. Человек как бы испытывает страх быть отвергнутым, что вдруг меня не поймут, вдруг меня не примут, не оценят. Как же нам быть? И многие люди, кстати говоря, живут сегодня в таком страхе остаться одинокими, непонятыми и непринятыми. И я хочу обратиться за примером в Библию, и мы увидим, как Иисус прошел через это время. Потому что написано, Он был искушен, Христос, во всем, через что проходит каждый человек. И в Его жизни были моменты во время Его земной жизни, когда Он мог сказать в молитве своему Отцу: «Меня не понимают, меня не принимают». Давайте сейчас откроем с вами Евангелие от Иоанна, 6 главу. И мы прочитаем лишь 2 стиха. Иоанна, 6 глава, стих 66 и 67. Но вначале вспомним, что говорит Иисус сотням людей, которые окружали Его. Он говорит такие слова: «Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь будет жить вечно». И народ, услышав эти слова, а Он повторяет их дважды, как мы читаем, он не мог принять, люди не могли принять эти слова. Для них эти слова были очень странными. И какова была реакция толпы? Какова была реакция большинства людей? Стих 66. «С этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним». Тогда Иисус сказал 12: «Не хотите ли и вы отойти?»
Вот как реакция мы видим, что случилось. Многие из учеников, не половина, а большая часть. Скажем, мы видим, что остаются только 12 учеников. И вот тем, кто остается, к этим 12 апостолам он поворачивается и говорит: а может и вы это идете, может и вы пойдете. Давайте задумаемся, почему эти слова произносит Иисус. Что заставляет его произнести эти слова? Может и вы хотите уйти? Пожалуйста, уходите. Что Иисус обиделся, что он не принят, разозлился или еще что-то другое? Что же стоит за этими словами? И ответ один. Это его совершенная божественная любовь. Вот по этой причине он позволяет ему идти. Потому что истинная любовь всегда дает человеку и свободу, и выбор. Послушайте еще раз, что истинная любовь – это всегда и выбор, и свобода. И мы часто это не понимаем. Потому что, когда мы кого-то любим, или хотели бы, чтобы нас принимали и понимали, мы прилагаем усилия, мы пытаемся контролировать ситуацию. Но давайте посмотрим на Христа. Вот только что мы читали. Когда большинство уходят, что он делает? Он бросается к ним и говорит: подождите, я сейчас вам все объясню, вы меня не так поняли. Я вам все расскажу, вернитесь ко мне, я вас люблю. Нет, он так не делает. Он не пытается ничего доказывать, объяснять. Он просто позволяет людям уйти. Не боясь, что он будет отвергнут. Не испытывая страха, что он будет не понят и не принят. Друзья, давайте научимся точно так поступать. Просто жить без страха и любить людей. И не надо, знаете, прилагать усилия завоевывать симпатию. Ведь когда мы любим, мы хотим и это сделать, и это сделать, и это сделать. А вы знаете, любое усилие, которое мы прилагаем, всегда вызывает напряжение в отношениях. Я вспоминаю сейчас, когда я был подростком и хотел отремонтировать свой велосипед, скажем, надо было снять и поставить колесо обратно. И вот вы знаете, я хотел очень сильно крепко это колесо прикрутить, и всегда такое усилие прикладывал на ключ, что всегда срывал на гайке резьбу и на оси. То есть вместо того, чтобы отремонтировать, я еще больше ломал. И вот точно так в отношениях мы поступаем. Знаете, любовь, она любит, давая возможность человеку выбрать, и человек имеет пространство. Она не давит, не контролирует, не принуждает. Любовь, написано, не перестает. И, кстати говоря, когда большинство людей ушли от Иисуса, как вы думаете, что Иисус сделал? Он на них обиделся, осерчал или что-то еще? Нет, Он их продолжал любить. Он продолжал любить даже тех, кто развернулся и ушел. Потому что Божья любовь никогда не останавливается, никогда не перестает. Дорогие друзья, давайте будем уметь выстраивать отношения друг с другом и с Богом. Давайте будем учиться давать человеку выбор и свободу. Давайте не будем бояться, не будем испытывать страх, быть непонятыми и непринятыми. А главное — любить. И пусть Бог нам в этом помогает.